Здравствуйте, меня зовут Евгений Лаптев, я системный архитектор в компании RCN Tech. Позвольте вам представить наш продукт – модуль удаленного управления питанием RPCM или Resilient Power Control Module. Вот в такой коробке получают его наши заказчики. Посмотрим, что внутри. Откроем коробку. Что мы видим? В комплект поставки входит сам модуль RPCM, два питающих кабеля для подключения вводов, сетевой патчкор для подключения к локальной сети и крепежный комплект для монтажа в стандартную телекоммуникационную стойку. Переходим непосредственно к самому модулю удаленного управления питанием. Что мы видим? Одноюнитовое устройство. С тыльной стороны вы можете видеть 10 выводов для подключения клиентских устройств и два независимых ввода с функцией AVR автоматического ввода резерва. На лицевой панели самого устройства вы можете видеть информационный дисплей, цветовое отображение состояния каждого отдельного ввода и 10 выводов. Сейчас дисплей отображает мгновенное значение напряжения. Путем переключения режима отображения вы можете получать дополнительную информацию. Какую? IP-адрес, MAC-адрес устройства, серийный номер устройства и серийное имя. Да, вы не ослышались. У каждого из наших устройств есть уникальное серийное имя. Иногда даже интересное. Например, это устройство называется «Правый глаз». Что же умеет модуль удаленного управления питанием? Устройство универсальное, работает в диапазоне от 100 до 240 вольт и поддерживает работу на частотах 50 и 60 Гц. Одной из основных функций модуля RPCM является возможность удаленного управления питанием каждого из 10 выводов. Вы можете удаленно включить, выключить или перезагрузить по питанию подключенное клиентское устройство. Второй, не менее важной функцией является функция AVR – автоматического ввода резерва на двух независимых линиях. При пропадании основной линии модуль переключится на подачу электроэнергии с резервной линии без прерывания подачи электропитания потребителям. Это характерно как для отключения одного из вводов, так и для ситуации, когда качественные характеристики электропитания вышли за граничные значения. К слову сказать, эти граничные значения, нижний предел настраиваемый это 90 вольт и верхний предел это 250 вольт. То же самое справедливо и для частоты. При отклонении частоты от заданной администратором устройство также переключится на подачу электропитания с резервного ввода. Другая значимая функция модуля RPCM состоит в том, что за каждым из 10 выводов реализована защита от короткого замыкания. В случае возникновения короткого замыкания, например, в блоке питания одного из потребителей, модуль RPCM автоматически прекратит подачу питания именно этому потребителю, тогда как электропитание всех остальных потребителей продолжится в штатном режиме. За каждым из 10 выводов стоят счетчики электроэнергии, начиная с порога энергопотребления в 10 мА. Наличие счетчиков электроэнергии позволило нам реализовать еще ряд интересных функций. Каких? В первую очередь это функция защиты от пожаров. Как это работает? Администратор для каждого вывода может установить два порога потребления тока. При достижении первого порога модуль RPCM уведомит администратора и внешнюю систему мониторинга о данном событии. Если ток
продолжит рост и достигнет второго установленного порога, модуль RPCM принудительно прекратит подачу питания для данного вывода. Таким образом обеспечивается защита от пожаров и повышается в целом пожаробезопасность. Кроме этого, модуль RPCM умеет определять наличие корректно подключенного заземления. Мы реализовали задаваемые последовательность и задержки включения выводов для корректного запуска сервисов и для исключения высоких пусковых токов. Для интеграции с внешними системами мониторинга поддерживаются протоколы SNMP версии 2C и 3, протокол REST API, а также протокол SMTP для отправки электронных сообщений. Еще одной интересной функцией является возможность отправки сообщений в такие приложения, как Slack и Telegram. При наступлении того или иного события модуль RPCM отправит соответствующие уведомления, и вы их сможете увидеть на своих смартфонах или планшетах. Мы подумали и про удобство администрирования. Для этого мы сделали простой и понятный веб-интерфейс, а также есть поддержка командной строки с использованием протокола SSH. В случае отключения обоих вводов электропитания внутри модуля RPCM есть встроенная батарея, задача которой обеспечить сохранение информации о произошедшем событии, и это позволит в случае работоспособной сети передачи данных уведомить внешние системы мониторинга и администратора. Текущая версия модуля RPCM имеет бюджет энергопотребления, равный 3840 вольт-амперам с током на вводах в 16 ампер. Сейчас мы рассмотрели основные функции модуля удаленного управления питанием. В дальнейших видеороликах я более подробно расскажу и вживую покажу, как работает каждая из этих функций в модуле RPCM. Спасибо.